Сейчас уже известно, что в каменном веке в Европе жил подвид человека, называемый неандертальцами. А в пещере на Алтае нашли другой подвид, который назвали денисовцами. Вообще, в разное время по всей Евразии палеонтологи раскопали много древних пещер и нашли немало остатков древних людей. Но только с развитием генетики стало понятно, что все это разные подвиды человека, а не просто наши предки. Чтобы вы поняли сейчас, как они различались, эти подвиды. Это как, например, волки и койоты. Или как бурые и белые медведи. Вот такая разница. Исследования ДНК показали наличие рыжих волос, например, у неандертальцев. А например, денисовцы, которых нашли в пещере на Алтае, пещера называлась Денисова пещера, и по имени пещеры их тоже стали называть денисовцами. Так вот, эти денисовцы были темноволосыми. Неандертальцы активно охотились на мамонтов, шерстистых носорогов, зубрых и других крупных доисторических животных, которых могли достать в то время в Европе. Так вот, такую крупную добычу, как мамонта, например, трудно было съесть сразу, и поэтому они складировали оставшееся мясо. Холодильников, понятно, у них не было тогда, и мясо начинало портиться. На мясе начинали появляться личинки мух, опарыши, которых члены племени с удовольствием поедали. В костях неандертальцев обнаружили ненормально высокий уровень азота-15. И постоянное поедание опарышей это прекрасно объясняет, потому что в 2025 году группа ученых под руководством антрополога Мелани Бизли выяснили, что как раз эти личинки и отличаются высоким содержанием азота-15. Вы знаете, например, медведи сейчас тоже часто прикапывают добычу и возвращаются через несколько дней, когда мясо уже будет с душком. Вполне возможно, что это был такой кулинарный рецепт каменного века. Такое себе карпаччо по-неандертальски. Это, конечно, мое личное предположение, потому что, например, у денисовцев такого уровня азота-15 в костях пока не обнаружено. Хотя они тоже явно не были вегетарианцами. Хорошо, давайте поговорим же о разнообразии человеческих видов. В 1935 году немецкий палеонтолог приобрел в Китае зубы, имевшие сходство с человеческими или обезьяньими. Но по размеру они были в 2 раза больше, чем даже зубы самой большой гориллы. Мы, люди, обожаем сенсации, и поэтому этот факт сразу же вызвал много предположений о существовании гигантских предков людей в прошлом. Судя по размерам этого зуба, их владелец должен быть ростом от 3 до 4 метров. И масло в огонь подлили истории из Библии о существовании великанов. И к тому же еще все эти таинственные легенды о встречах со снежным человеком. Наконец, в 1956 году была найдена целая челюсть, которая доказала существование в прошлом гигантских человекообразных обезьян. Их назвали гигантопитеками. Эти гиганты безраздельно господствовали на территории Азии не менее 6 миллионов лет, питались предположительно растительной пищей, ели фрукты и побеги бамбука. Вымерли они примерно 300-100 миллионов лет назад. И период их исчезновения странным образом совпал с периодом, когда человек прямоходящий
Homo erectus или по-простому пятикантроп начал свое распространение там. Так вот, с развитием генетики ученым удалось извлечь ДНК гигантопитека из зубов и проанализировать. Оказалось, что эти великаны не являются нашими непосредственными предками. И да, и мы, и гигантопитеки имеем общего предка, древнюю человекообразную обезьяну. Но наши эволюционные пути разошлись так давно, больше 10 миллионов лет назад, что даже гориллы и шимпанзе более близкие наши родственники, чем гигантопитеки. Анализ ДНК показал, что гигантопитека скорее можно назвать родственником орангутана. Гигантопитеки не делали орудия труда и, конечно же, не умели пользоваться огнем и не были охотниками, как пятикантропы. И поэтому, когда те внезапно объявились в их владениях, пятикантропы, гигантопитеки не смогли с ними конкурировать. Полной противоположностью гигантопитекам являлись маленькие хоббиты, как их недавно стали называть. Настоящее название Homo florensis. Это уже были люди, а не обезьяны. Эти карликовые люди были ростом 1 метр, ну или чуть более, 3-4 фута, и жили на острове Флорес в Индонезии. Животные, живущие на изолированных островах, часто имеют маленькие размеры из-за ограниченности в ресурсах. И вот люди, вероятно, не стали исключением. Хоббиты с острова Флоренс умели делать орудия труда и пользовались огнем. Интересно, что предметом охоты для них были ящерицы, крысы и такие же карликовые слоны-стегодоны, жившие на этом острове. Короче говоря, такая же жизнь, как и на Большой Земле, но в миниатюре. Люди-хоббиты больше 100 тысяч лет жили в одной и той же пещере Лиангбуа. Можете вы себе это представить? 100 тысяч лет в одной и той же пещере. Десятки тысяч поколений. Исчезли они примерно 50 тысяч лет назад, одновременно с появлением на острове Флорес современных людей. И я лично считаю, что это и была основная причина. Но просто не выдержали конкуренции с более продвинутым видом человека. Ну, все как обычно. Так, прежде чем мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал, если не подписаны. Если на это видео подпишется хотя бы 50 человек и будут лайки, это укажет нам выпускать новые видео чаще, чем сейчас. Итак, хоббиты с острова Флорес и гигантопитеки, которые были выше их в 3-4 раза. Это яркий пример того, насколько же разнообразной была эволюция человека. Хорошо, но эти хоббиты были пятикантропами и относились к древнему виду человека, Homo erectus, или человек прямоходящий. Кстати, посмотрите наши предыдущие видео на канале о том, как и откуда он появился. Мы добавим ссылку на это видео в конце. Так вот, неандертальцы и денисовцы были практически чуть-чуть более примитивные, чем наши предки, только что появившиеся Homo sapiens. Почему, собственно, наши предки? Мы и есть Homo sapiens. Вообще, когда речь заходит о неандертальцах, например, то в сознании сразу же появляется такой стереотип: коренастое обезьяноподобное существо с примитивным деревянным копьем, гоняющееся за первобытным зубром или оленем, или за мамонтом даже. Это так и не так. Удивительно, что в пещерах неандертальцев находили различные украшения, сделанные из когтей и перьев орлов, а также раковины
окрашенные природными красителями. Это уже какие-то первые технологии. Стены пещер были часто подкрыты наскальной живописью, изображением сцен охот на животных, которые вымерли давным-давно. И все эти предметы искусства были сделаны около 130 тысяч лет тому назад. Так вот, именно тяга к искусству, к творчеству, прежде всего говорит о том, что это все-таки был другой вид разумных людей, а не обезьяны, допустим, какие-то, продвинутые обезьяны. Что же касается денисовцев, то вот вы удивитесь, но в пещерах этих людей, и да, давайте уже называть их людьми, так вот в их пещерах были обнаружены практически настоящие ювелирные украшения каменного века. Например, браслет, мастерски выточенный из флоритолита, практически подобный тем, которые делают вот сейчас из нефрита. При его создании использовались высокие для того времени технологии: скоростное станковое сверление, полировка шкурками и специальная расточка. Неплохо для гоминида, который даже не относится к нашему виду, человек разумный. Не правда ли? Рядом с этим браслетом, кстати, были найдены мраморное кольцо, которое было обработано с не меньшим мастерством. Разнообразные бусины, и даже бусины, вы не поверите, из скорлупы страуса, которых в то время на Алтае в помине не было. Ну, правда же, напоминает древнюю ювелирную лавку с товарами, привезенными из дальних заморских стран. Внимание палеонтологов особо привлекла швейная костяная игла с ушком, просверленным с помощью технологии, напоминающей станковое сверление. Возраст всех этих находок около 50 тысяч лет. Вообще-то в то время на Алтае уже появился вид человека, человек разумный, Homo sapiens, то есть мы. И он даже скрещивался с денисовцами и неандертальцами. Ученые доказали, например, что денисовский ген EPAS1 почти в неизменном виде присутствует у тибетцев и помогает выживать в высокогорье. Так что я лично думаю, что все эти ювелирные украшения были созданы при его участии. Я имею в виду при участии Homo sapiens. Ну уж очень утонченная техника для денисовца-неандертальца. Но это только моя личная точка зрения. Потому что в том слое, где все это нашли, находили и предметы, которые явно на 100% принадлежали денисовцам. Постойте, скажете вы, все эти виды людей, как и откуда, и когда они появились? Ну хорошо, давайте-ка нарисуем полную картинку, чтобы раз и навсегда понять, как из всего этого древнего разнообразия приматов появились мы, Homo sapiens, или человек разумный. Итак, кто не видел, посмотрите, пожалуйста, предыдущую часть на нашем канале, ссылка будет в конце. Мы там закончили на том, что пятикантроп, человек прямоходящий, вышел из Африки и расселился по всей Европе и Азии. И именно потому, что он мог ходить на дальние расстояния, был прямоходящим. Так вот, вышедшие из Африки пятикантропы не стали предками наших современных людей. Это была тупиковая ветвь, постепенно затухшая на бескрайних просторах Евразии. А вот африканский Homo erectus пятикантроп, африканский пятикантроп, заметьте, не тот, кто вышел из Африки, стал нашим предком. То есть вначале он стал предком гейдельбергского человека, который возник все в той же Африке 800 тысяч лет назад. И тоже в дальнейшем мигрировал в Европу и Азию. И заменил там местных пятикантропов. Почему это важно знать?
Да потому что этот африканский гейдельбергский человек именно и стал общим предком всех ближайших подвидов человека. И неандертальцев, и денисовцев, и, конечно же, нас, Homo sapiens. Так вот, теперь внимательно следите за руками эволюции. Гейдельбергский человек, эмигрировавший в Европу, дал начало неандертальцам. Тот, что ушел в Азию, положил начало денисовцам. А тот, что остался в Африке, стал нашим предком Homo sapiens. Фух, ну все, кажется, разобрались. Правда? Если что-то еще непонятно или хотите дополнить, поспорить, пишите в комментариях. Поспорить мы тоже любим. А теперь завершающий аккорд. Мы, Homo sapiens, это наиболее продвинутый вид человека, потомок человека гейдельбергского африканского. Появился 300 тысяч лет назад все в той же Африке. Вы уже заметили, дорогие зрители канала, что все продвинутые версии человека все время появляются почему-то всегда в Африке. Вот почему, как вы думаете? Что там было такого уж необычного? Так вот, примерно 70-50 тысяч лет назад и эта версия человека тоже начала миграцию из Африки в Евразию, как и все остальные до нее. И так же, как это происходило раньше, постепенно вытеснила и заменила собой все остальные подвиды человека, и неандертальцев, и денисовцев. В ДНК людей, живущих сейчас вне Африки, сохранились гены и неандертальцев, и денисовцев. Все люди за пределами Африки несут в себе от 1 до 2% неандертальской ДНК. Денисовская же примесь есть только в основном у народов Азии и особенно народов Австралии, где ее процент может достигать аж до 6%. Это доказательство того, кстати, что наши предки не просто вытеснили другие виды людей, но и активно с ними смешивались. Ну хорошо, по-моему, разобрались наконец с эволюцией человека. Слава Богу. Кстати, заходите на наш канал, почаще подписывайтесь. Чем больше человек подпишется, тем чаще мы сможем выкладывать новые видео. Спасибо за ваши лайки и подписки, дорогие друзья. Берегите себя и нашу планету.